Как говорится, наши ожидания – это наши проблемы. Я полностью с этим согласна. И в отличие от людей, которые что-то ждали от God of War Ragnarok, я, начиная в него играть, не ждала от него абсолютно ничего. Но это не значит, что после прохождения у меня не осталось абсолютно никаких вопросов. В данном видео не будет никаких спойлеров. Я хочу лишь приоткрыть небольшую завесу тайны и подискутировать, а точнее избавиться от всех своих эмоций, которые у меня накопились, чтобы сделать огромный, хороший, полноценный обзор в последующем видео. Говоря о всей серии God of War, я вспоминаю не только Скандинавию, а также Грецию, и вкупе со всеми эмоциями, которые я испытывала за все части, которые выходили на консолях. Я, возможно, в силу возраста, а возможно и в силу накопленной информации о самом Кратосе, смотрела на сюжет Рагнарёка сквозь стекло. Это было огромное, толстое, однако прозрачное стекло, и через каждые полчаса вместо того, чтобы быть удовлетворенной ответами, полученными во время прохождения, я все больше утопала в болоте непонимания, дезинформации и странном ощущении, будто бы мне что-то сейчас должны были сказать и не сказали. Я играла в God of War на протяжении 10 лет только из-за сюжета. Это единственное, что меня интересует, и это первая часть, в которой, несмотря на потрясающую графику, анимации лица, и об этом я остановлюсь поподробнее чуть позже, несмотря на сногсшибательный дубляж и тот юмор, который ты именно ждешь в играх, несмотря на прокачку, оружие, спецэффекты, в этот раз идеальная картинка не смогла заставить меня закрыть глаза на сюжетные моменты, от недостатка которых ты действительно начинаешь страдать. В силу того, что Санта-Моника — это не какая-то студия с 3 друзьями в гараже, а огромная компания, которая делает, не побоюсь этого слова, действительно божественные игры, здесь же от моего вздора в катсценах ускользнули причинно-следственные связи, и когда вы сами столкнетесь с ними, то вы поймете, что мое непонимание — это не недовольство, я действительно не понимаю и не знаю, у меня нет информации. Когда проект является, как любят говорить, сюжетно ориентированным, это означает, что сюжет будет подан нам на блюдечке с голубой каемочкой, что, собственно, и делалось всегда. Нет ни одной части, которая оставила бы нас чувством растерянности. Здесь же, что сама концепция, что детали в сюжете, которые, на минуточку, очень важны, а я не могу о них сказать, дабы это будет спойлер. Немного приоткрою завесу тайны. В сюжете есть очень важный персонаж, с которым мы встретимся, и он сильно выделяется своими способностями на фоне остальных. Сильно — это не то слово. Его преподносят как чуть ли не самого непобедимого во всех 9 мирах, и это не Один. Персонаж, который выделяется своими способностями, мягко говоря, не был раскрыт с той стороны, с которой его защита во время боя перестает действовать. Хотя, повторюсь, это сюжетные моменты, не дополнительные задания, не какие-то мимолетные диалоги. Это огромный пласт сюжета, в котором причина победы над таким персонажем вообще была возможна. Непонятно. Маленькое объяснение дается, внимание, в диалоге во время бега, который мы с легкостью можем пропустить. То есть вместо того, чтобы сделать еще 2 минуты объяснения ситуации, мне сделали небольшой вброс, при котором я должна прям уловить суть. У нас есть огромное количество абсолютно ненужных кат-сцен, которые никак не влияют на сюжет. Долгие молчания, ухмылки. И да, это красиво, но когда дело дошло до действительно важных вещей, вокруг которых долго крутились задания, резко умалчивается причина и дается маленькое предложение или даже 2 в том месте, которое можно очень легко пропустить. Это была одна из самых больших загадок, которая сильно подпортила мне впечатление. Сама сюжетная линия, к счастью или к сожалению, тут уж как кто будет воспринимать, повернется в ту сторону, которую увидеть, никто не ожидал. Я не преувеличиваю. То, что вы видели в конце 2018 года, это не совсем то, что вы увидите в Рагнарёке, и я не про смерть Кратоса. Кратос вас удивит не меньше Одина, а Один здесь, дорогие мои, просто песня. Я влюбилась без памяти. Самый проработанный персонаж из абсолютно всех персонажей God of War и мой самый любимый злодей вообще из всех игр, в которые я когда-либо играла. Я его обожаю, серьезно. Он потрясающий. Если вы боялись, что его как-то смогут слить, нет, друзья, вы будете в полном восторге. Не только Один порадует вас, а также божественно красивая Ангербода, и задания с ней действительно интересны. А также, конечно же, Тюр. Тюр — это самое удивительное в игре. С кем бы я ни обсуждала Тюра, все вспоминают только один момент с ним в игре, который полностью ошеломит вас и заставит сомневаться в своем собственном здравомыслии. И вы никогда в жизни не угадаете, вы даже не сможете предположить, о чем я говорю. Да, эта часть абсолютно точно будет удивлять вас на каждом шагу, и с самых первых кадров, как и в 3-й, которая тоже была заключительная для Греции, здесь все начинается сразу. Вы увидите новую Фрейю, которая хочет отомстить. У вас появится
появятся пэсы, грубо говоря, местные маунты. Вы увидите те же локации в новом виде, и у вас сложится впечатление, будто бы все плавно перетекло из 18-й в Рагнарёк, и это прекрасно. Даже механика только более красочная, меню немного поменяли, однако вам не надо привыкать заново ко всему. Это, по сути, та же часть по геймплею, только новый сюжет. Причем новый, я прям вот в точку выразилась, тут поменяли все. Это самая наполненная часть по контенту, снизили душные моменты по типу моей нелюбимой локации с эльфами, они же аватары. Да минимум, слава богу. Часть 18-го года была более пустая, и при этом мы очень много ходили. Добавились новые враги, также вы увидите старых, это будет приятным сюрпризом. Взаимодействие Атрея и Кратоса дойдет до пика своего ужаса и любви одновременно. Опять же, будут очень странные ситуации, которые то ли переведены неправильно, то ли там должен был быть еще один диалог, а его не было. Юмор здесь на высоте. Вы будете смеяться так, как не смеялись никогда. Больше всего отжигал Брок, и его дубляж и шутки. Это одно из самых добрых и потрясающих моментов, которые я видела. Именно Рагнарёк подарил мне всю бурю эмоций, начиная от ненависти благодаря моему застреванию на мобах и заканчивая сантиментами, скупыми слезами и добрыми моментами, из-за которых Один для меня неплохой. Как добавились новые персонажи, так и прежние не были забыты. Синдри и Брок стали еще лучше, с еще более острым юмором и живой мимикой. Именно мимика будет первой, что бросится вам в глаза во время крупных катсцен. Разработчики постарались на славу, и вы будете замечать любую ухмылку, взгляд и подергивание века. Здесь каждая клеточка персонажа проработана и доведена до идеала, и в этом определенно есть свой шарм. Введение новых персонажей производило фурор. Они появлялись из ниоткуда, и показ крупным планом подчеркивал их важность, и на фоне этого мой ступор с тем самым важным персонажем во время сюжета еще больше ошеломляет меня и не дает покоя. Помимо персонажей, которых стало больше, в Рагнарёке доступны абсолютно все локации, которые были закрыты в части 18 года. Это так неудобно постоянно уточнять год, а сказать, что она первая, это неправильно, ведь самая первая часть начинается с самоубийства. Если мы будем говорить о самом Кратосе, то здесь вы, конечно, обалдеете. Вы будете в шоке. Если описать Рагнарёк одним словом, то это шок. Шок на каждом шагу. Вы увидите начало Одина. Вы узнаете, почему Фэй ушла от великанов. Узнаете про самого Одина. В общем, вы много что узнаете. Да не все, к моему большому сожалению. Понравился ли мне Рагнарёк или нет, честно говоря, я не знаю. Да, определенно он лучше 18-го в силе напичканности, сокращения душных локаций, сюжетных поворотов, а особенно сюжетных поворотов. Однако на другой стороне весов по-прежнему и остается странная последовательность событий и не раскрытие очень важных моментов в сюжете. Ролик ведь без спойлеров, поэтому мне приходится лавировать, да вот как-то нет. Санта-Моника для меня лично была одной из самых продвинутых студий моего детства. Это отличный пример студии, которая с каждым разом, с каждым шагом и с каждой новой игрой рвет все остальные в год выхода. Что огромный перерыв между Грецией и Скандинавией, что сейчас между 18-м и Рагнарёком, это огромный прорыв как в сценарной работе, так и в графике. Это поистине игра нового поколения, и такого я не видела нигде. Детализация и фокусировка на мимике персонажа настолько точная, что вы даже не можете поверить своим глазам. А играла я, между прочим, всего лишь на PlayStation 4 Pro, а даже не на 5-й. Да, я столкнулась с прогрузкой, однако это абсолютно естественно, учитывая, что вся мощь игры пришлась на 5-ю, консоли старого поколения, а 4 Pro уже старое поколение. Она не может вывести абсолютно все локации идеально. Однако я все равно ее люблю, и погрешности были незначительные. Настолько реалистичные персонажи и крупный план сделали свое дело. Диалоги напомнили мне фильмы Гая Ричи, в них очень много сарказма, и при этом это не какой-то странный юмор или агрессивный. Он по-своему добрый, по-своему дружелюбный и при этом местами крайне серьезный. Огромное количество плюсов и незабываемые эмоции из последних двух частей может подарить именно Рагнарёк. Если вы помните, третья часть начинается с предыстории. Так вот, здесь вы можете ее посмотреть в меню. И это очень удобно. По сравнению с частью 18 года, которую, в принципе, вы даже можете пропустить, эту пропустить нельзя ни в коем случае. Да, это прямое продолжение, однако по наполненности сюжета, по истории, по диалогам, я бы не сказала, что вы пропускаете какой-то прям дикий пласт информации. А все самое важное как раз-таки вам расскажут из меню. Если же вы не проходили ни 18-го, ни Рагнарёк, то их надо проходить прямо подряд, будто это одна игра. Их вообще в следующие разы не надо проходить по отдельности, так как каждая рассчитана на 20 часов на самом легком уровне. И считайте это как The Last of Us 2 на уровне чуть выше среднего. По времени сюжет на 40 часов, а напомню, что в играх с открытым миром сюжет иногда растянут на 80, а то и на 110 часов. Так что две игры от
про бога на 40 часов только для сюжетной линии, это, по сути, неделя отпуска. Я прошла игру на уровне приключения. Это считается нормальный уровень, не сильно сложный, но и не особо простой. Хотя в дополнительных квестах это какой-то реализм. Меня вынесли оттуда ногами вперед. Теперь у меня есть две любимые части по Кратусу. Это третья, она самая любимая. Я все-таки поклонник молодого Кратоса и его приключений в Греции. И Рагнарёк, конечно же, ибо она поражает своими масштабами, диалогами в духе Гая Ричи, персонажами, а особенно моим любимым Одином. Однако я была огорчена самим Кратосом и очень сильно. Именно поэтому Рагнарёк вызывает во мне спорные противоречия, и такими они теперь останутся навсегда.